Нежное мясо и густой ароматный соус, который хочется скушать с хлебом до последней капли. И самое приятное, что все это готовится на одной сковороде, без лишних движений с духовкой. Список продуктов я уже подготовила для вас под видео. Обязательно сохраните рецепт, чтобы в нужный момент очень быстро его найти и порадовать близких. Начинаем с основы. Для этого рецепта возьму куриные бедра. Почему именно они, а не грудка? Бедро остается сочным за это время, а в сочетании с нашим секретным гарниром, о котором расскажу чуть позже, это просто идеальный тандем. Сначала подготавливаю мясо. У куриных бедер удаляю шкурку, убираю все лишнее и промываю. Если хотите, то можно промокнуть мясо бумажным полотенцем, так специи лучше лягут на мясо. Перекладываю курицу в миску. Нам понадобится сушеный чеснок, соль и копченая сладкая паприка. Копченая паприка создаст эффект с легким дымком. Перемешиваю. Если у вас есть хотя бы 10 минут, пусть мясо постоит и промаринуется. На разогретую сковородку наливаю растительное масло. У меня сковорода 28 см, глубокая. Это удобно для больших порций. Дальше расскажу, как сделать это блюдо, если у вас нет такой сковородки. Выкладываю мясо и обжариваю курицу с двух сторон до уверенной золотистой корочки, примерно до полуготовности. Пока курица золотится, подготовим овощную базу. Беру лук и нарезаю его мелким кубиком. Когда бедра поджарились, временно отставляем их в сторону. На сковороде начинаю обжаривать лук на среднем огне. Пока лук доходит до прозрачности, крупно нарезаю 2 или 3 зубчика чеснока пластинками. Именно пластинками, так чеснок отдаст аромат маслу. Кладу его в сковородку под самый конец обжаривания лука. Добавляю копченую сладкую паприку, зерна горчицы и семена тмина. Обжариваю их быстро, прямо в масле вместе с луком и чесноком. Недолго, постоянно помешивая. Далее беру 2 средних помидора и нарезаю их кубиком. Отправляю их к луку. Если вдруг под рукой не оказалось свежих томатов, можете добавить пару ложек томатной пасты и долить немного воды, примерно 100 грамм, чтобы все это хорошо протушилось вместе. Готовлю помидоры на среднем огне пару минут, пока они не станут мягкими и не превратятся в соус. Если вы чувствуете, что ваша сковородка маловата для следующего этапа, можете смело переложить зажарку в кастрюлю с толстым дном. Мы плавно переходим к самому интересному. Главный герой нашего гарнира, который пропитается всеми соками, это чечевица. Я беру оранжевую. Несколько раз промываю ее холодной водой. Почему именно оранжевая? Она готовится очень быстро и в процессе превращается в нежнейший кремовый соус. В ней очень много белка и железа, так что наш ужин будет не только вкусным, но и максимально полезным. Высыпаю промытую чечевицу прямо к помидорам и луку. Перемешиваю, разравниваю. Сверху на эту подушку выкладываю наши обжаренные куриные бедра. Теперь заливаю все обычной водой комнатной температуры. На 200 грамм чечевицы я взяла 350 грамм воды. Накрываю крышкой, убавляю огонь до минимума и оставляю томиться на 15 минут. Во время приготовления пробуйте на соль. При необходимости добавьте по вкусу и готовьте дальше. Яркий цвет на тарелке – это не только красиво, но и невероятно нежно. В самом конце, когда блюдо уже почти готово, может вам захочется добавить свежей зелени или небольшой кусочек сливочного масла для еще большей шелковистости соуса. Напишите свои варианты дополнения к такому вкусному рецепту в комментариях. Думаю, другим зрителям также будет интересно прочитать проверенные дополнения. Спасибо большое за теплые слова, которые вы пишете под моими видео. Это очень вдохновляет снимать дальше. Решила дополнить наше блюдо ярким сезонным салатом из молодой капусты. Там очень интересная заправка, которая дает капусте более насыщенный вкус. Все подробности рассказываю в ролике. Ссылку на него оставлю в описании под этим видео и в конечных заставках. Там же вы найдете и другие подборки рецептов на каждый день. Это полноценное блюдо, которое не требует дополнительного гарнира. Мясо нежное и сочное, а чечевица тает во рту. Если вам понравился этот рецепт, поставьте лайк. И его увидят те, кто еще не знает, как просто и вкусно можно приготовить куриные бедрышки.
Заглядывайте на канал чаще. Приятного аппетита и до встречи в новых выпусках!